Война. День 201. Ситуация на фронтах. Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего свет пропал даже в больших городах. В Харькове людям пришлось идти пешком по тоннелю метро. Это не были военные цели и является террором мирного населения и военным преступлением. Но истинной целью этих ударов была даже не Украина и ее жители, а пораженный мозг россиян, яростно поддерживающих войну, и удар вышел успешным. Люди, горевавшие из-за поражения российской армии и ее бегству из Харьковской области, теперь ликуют, ибо оставили без света мирных жителей Харькова, которых они, кстати, собирались освобождать. Восток. Сейчас уже можно подвести некоторые итоги украинского наступления в Харьковской области. Во-первых, за 6 дней была освобождена практически вся область, в том числе на севере от Харькова, что подтверждает в том числе и Минобороны РФ своей картой. Площадь освобожденной территории составляет более 2000 квадратных километров. Во-вторых, российские войска потеряли большое количество своей техники, так как украинское наступление разворачивалось очень быстро, и дабы сохранить войска, россиянам приходилось бросать тяжелую гусеничную технику и выходить налегке. Многое техника брошена в хорошем состоянии и будет использована ЗСУ в войне. В-третьих, российские войска избежали разгрома. Да, они потеряли технику и покинули оккупированную территорию, но большей части войск удалось отступить. Разумеется, потери в виде раненых, погибших и пленных также имеются, но они не столь критически. Так известно, что 92-я механизированная бригада взяла в плен несколько десятков российских солдат, которые пополнят обменный фонд. И если интерполировать эту цифру на других участников операции, то счет пленных будет идти на сотни, но не на тысячи, что все равно является большим успехом. Сейчас достоверно известно, что фронт проходит как минимум по реке Оскол, а на некоторых участках ЗСУ перешли реку, но быть может это разведгруппы, которые вскоре отойдут. Но даже с правого берега Хаймарс берут под огневой контроль российские линии снабжения со стороны Валуек. Линия снабжения Белгород-Волчанск-Купянск и вовсе перерезана. Изюм освобожден, и стали поступать кадры из Светогорска, но точной информации, под чьим контролем город, пока нет. Не думаю, что стоит рассчитывать и дальше на столь быстрое продвижение. Украинское командование не склонно рисковать, и скорее всего сейчас будут приниматься меры по закреплению на отвоеванной территории, хотя, быть может, возможность наступать дальше имеется, но тогда возрастает риск оказаться в той же ситуации, что и российские войска в феврале, когда из-за стремительного продвижения они растянули логистику и беспрерывно атаковались украинскими силами со всех сторон, неся огромные потери. А учитывая, что у России все еще колоссальное превосходство в воздухе, риски для растянутых линий снабжения в наступлении для ЗСУ будут еще больше. Бои за Лиман продолжаются. В сети много сообщений, в том числе от главы Луганской ОВА, о том, что ЗСУ чуть ли не на подступах к Лисичанску и Северодонецку, но никаких подтверждений этому пока нет. Генштаб сообщает о боях за Верхнекаменское и Спорное. Это небольшое продвижение, и в целом фронт тут уже давно с продвижением в пару километров туда и обратно. Бои на подступах к Бахмуту продолжаются, как и возле Донецка, но без изменений линии фронта. На южном фланге различные эксперты анонсируют атаку ЗСУ со стороны Угледара в сторону Мариуполя, но, как показывает практика с харьковским наступлением, все же не всегда основной удар приходится там, где его анонсируют. Юг. Сообщается о том, что украинское наступление в Херсонской области продолжается. В частности, поступает информация о небольших продвижениях на Ингулецком плацдарме и боях за Киселевку. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком. И огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.